30 апреля 1945 года мир, как нам говорят, навсегда избавился от самого страшного зла XX века. Адольф Гитлер, как утверждается, покончил с собой в своем бункере под разрушенным Берлином, его тело было сожжено, и тем самым завершилась самая кровавая глава в истории человечества. Но что, если эта точка была поставлена слишком поспешно? Недавно группа исследователей провела уникальный эксперимент. Они загрузили в нейросеть десятки тысяч рассекреченных документов времен Второй мировой войны. Отчеты ФБР, архивы Ми-6, секретные материалы НКВД, свидетельские показания и данные о бегстве нацистов. И тщательно проанализировал все это и пришел к выводу, который потряс даже скептиков. Вероятность того, что Адольф Гитлер выжил и сбежал из Германии, оказалась значительно выше, чем считалось ранее. Более того, возникли основания полагать, что он не просто скрывался, а управлял подпольной сетью, стремясь возродить свою империю зла. Официальная версия его смерти с самого начала выглядела шатко. Согласно ей, фюрер принял яд и выстрелил себе в голову. Его тело и тело Евы Браун были вынесены во двор рейхсканцелярии и сожжены под огнем советской артиллерии. Все выглядело просто и понятно. Война завершена, но искусственный интеллект выявил тревожные несостыковки. Все свидетели этих событий — либо фанатичные нацисты, либо люди, оказавшиеся под давлением советских солдат. Их показания часто противоречат друг другу в ключевых деталях. Камердинер утверждал, что Гитлер упал после выстрела. Телохранитель говорил, что он был уже мертв до выстрела. Секретарша настаивала, что тела полностью сгорели. Повар утверждал, что остались крупные останки. Кто из них говорил правду? А может, никто? Особенно подозрительно выглядит поведение Сталина после войны. Вместо радости по поводу смерти злейшего врага он неоднократно намекал союзникам, что Гитлер мог сбежать. На Потсдамской конференции он прямо заявил Трумэну: «Мы не нашли его тело. Возможно, он где-то скрывается». Зачем советскому лидеру, если у него было тело, поднимать сомнения? В начале 2000-х российские власти предъявили миру фрагмент черепа с пулевым отверстием, якобы останки Гитлера. Но ДНК, анализ американских ученых, показал, что череп принадлежал женщине моложе 40 лет. Если это была Ева Браун, то где тогда Гитлер? Почему спустя десятилетия его останки так и не были найдены? Для события, которое должно было быть досконально задокументировано, у нас подозрительно мало доказательств. Зато свидетельств возможного побега много. ИИ начал анализировать архивы ФБР. С 1945 по 1960-е годы американская разведка зафиксировала более 300 сообщений о человеке, похожем на Гитлера, в странах Южной Америки. Большинство донесений сочли дезинформацией, но некоторые были помечены как достоверные. В отчете агента Картера от 15 августа 1954 года описывается встреча с пожилым немцем среднего роста в отдаленной местности Аргентины. Он жил в укрепленном поместье, охраняемом вооруженными людьми. Местные называли его Дон Адольфо. У него был узнаваемый австрийский акцент, характерная прическа и привычка прятать левую руку, как это делал Гитлер после покушения 1944 года. Попытка агента приблизиться к поместью закончилась тем, что его остановили вооруженные люди с немецким акцентом. Они говорили по-испански, но с явными немецкими корнями, и недвусмысленно дали понять, что чужакам вход воспрещен. Еще более странными оказались радиоперехваты, зафиксированные с 1947 по 1962 год.
Станции в Панаме ловили передачи на немецком языке из региона аргентинской Патагонии. Сообщения шли в зашифрованном виде. ЦРУ удалось частично их расшифровать. В одной радиограмме 1953 года говорилось: «Старый «Орел» требует увеличить финансирование операции в северных провинциях. Доктор согласен продолжить работу при получении нового оборудования». В нацистских кругах «Орлом» называли только одного человека — Адольфа Гитлера. Официально эти расследования свернули из-за недостатка доказательств. Неофициально — возможно, потому что правда была слишком опасной для мира, стремящегося к восстановлению. Тем более, что логистика побега действительно существовала. Так называемые «крысиные тропы» — это исторический факт. Хорватский священник Крунослав Драганович организовал бегство более 1000 нацистов через монастыри Италии к порту Генуя, откуда они отправлялись в Аргентину. За каждого он получал от $1,500 до $3000. Огромные деньги по тем временам. Но откуда у Ватикана были такие средства? Ответ может скрываться в операции «Бернхард» — массовой фальсификации британских фунтов и долларов, осуществленной нацистами. Фальшивок было напечатано на сумму более $15 миллиардов в современном эквиваленте. Часть средств передавалась Ватикану якобы для помощи беженцам, но на деле использовалась для побега преступников. Кардинал Монтини, будущий папа Павел VI, курировал эту операцию. Адольф Эйхман жил в Буэнос-Айресе под именем Рикардо Климент целых 15 лет. Менгеле, ангел смерти из Освенцима, умер в Бразилии в 1989 году, имея дом, семью и медицинскую практику. Клаус Барби, мясник из Леона, стал высокопоставленным советником правительства Боливии. Он даже участвовал в военном перевороте в 1980 году. У всех них были деньги, защита и поддержка. Почему бы не допустить, что сам Гитлер тоже мог уйти в тень? Истории немецких подводных лодок У-530 и Ю-977 добавляют загадочности. Они сдались аргентинцам в июле и августе 1945 года, через месяцы после капитуляции Германии. Экипажи объяснили это долгим переходом, но баки субмарин были почти пусты, что указывает на длительное пребывание в море. Были зафиксированы выгрузки тяжелых ящиков. Отчеты о допросах экипажей до сих пор засекречены. Нацистские сокровища — еще одна загадка. По данным союзников, Рейх накопил более $500 миллиардов в современном эквиваленте — в золоте, произведениях искусства, конфискованных ценностях. Знаменитый «Золотой поезд» — лишь капля в море. Известно о 20 подобных составах, отправленных в неизвестном направлении. Швейцарские банки до сих пор хранят тысячи счетов, открытых в 1940-1945 годах. По некоторым из них средства снимались вплоть до 1975 года. Подписи доверенных лиц А. Вольф и Г. Шульц. Один из почерков эксперты признали поразительно похожим на почерк Гитлера. Журналист Норман Оллер провел собственное расследование в Патагонии. В городе Барилочи он встретил старика Эстебана Морейру, чей сын работал на немецком ранчо. Хозяин был худощав, с изуродованной левой рукой и хромотой. Он редко говорил, но пользовался уважением, почти страхом. Газеты привозили из Европы, вечерами он ходил по террасе и жестикулировал, словно репетировал речи. Работникам запрещалось приближаться к дому. Один из них рассказывал, что хозяин по утрам поднимал руку в нацистском приветствии. В другом селении Оллеру показали руины дома, называемого «Дом немца». Каменный особняк в немецком стиле с подземными помещениями. Там жили охрана и слуги, прибывали лимузины, слышались немецкие радиопередачи.
Письма приходили на имя Херн Волф. В 1962 году особняк внезапно опустел. Хозяин уехал по семейным обстоятельствам. В архивах аргентинской полиции сохранились отчеты о массовых закупках радиооборудования, строительстве скрытых аэродромов и перевозке научного оборудования. Когда полиция пыталась вмешаться, предъявлялись документы с подписями высокопоставленных лиц. Организация «Одесса» — не просто сеть бегства преступников, а структура, готовившая создание Четвертого Рейха. Не как государство, а как глобальной тайной сети влияния. Центр управления, по данным ИИ, находился в Южной Америке. Руководство, вероятно, сам Гитлер или его ближайшие соратники. По аналогии с колонией Дигнидад, анклавом нацистских переселенцев в Чили, с жесткой дисциплиной и жестокими экспериментами, в Парагвае, Бразилии и Аргентине возникли десятки поселений с высокой защищенностью, собственной радиосвязью и немецким укладом жизни. Куда делись тысячи нацистских ученых? США забрали 1600 по операции «Скрепка», остальные исчезли. В 1970-х в Бразилии была найдена брошенная лаборатория с радиоактивными веществами. В Аргентине — подземный биолабораторный комплекс. В Парагвае — пусковая площадка для ракет. Все указывало на централизованную сеть. Документы разведки США об операции «Новая Швабия» говорят о нацистской экспедиции в Антарктиду в 1938 году. После войны союзники не нашли этих баз. США отправили в 1946 году миссию «High Jump» с тысячами солдат. Через 2 месяца экспедиция была внезапно прекращена. Адмирал Берт заявил чилийской прессе о враждебных силах с необычными технологиями. Документы миссии засекречены до сих пор. Гитлер, возможно, стремился создать принципиально новое оружие — психотропные вещества, биологическое оружие, системы глобального управления. Возможно, это объясняет его молчание. Он готовил реванш. Но в 1960-х началась охота на нацистов. Эйхман был схвачен. Мюллер найден мертвым. Швент исчез. Свидетели, утверждавшие, что видели Гитлера один за другим, погибали. Сеть разрушалась. К 1970-м Четвертый Рейх распадался. Остались лишь следы в виде корпораций, финансируемых нацистским золотом. Байер, Volkswagen, швейцарские банки. Последний сигнал от возможного Гитлера поступил в 1977 году от агента Кондора, описавшего старика в инвалидном кресле в Патагонии. Когда прибыли следователи, особняк был пуст. ИИ оценил вероятность побега Гитлера как более 70%. Вероятность, что он управлял сетью, более 30%. Это не теория заговора, а результат анализа огромного объема данных без политических и идеологических искажений. Если это правда, значит, война не закончилась в 1945 году. Она продолжалась в тени. И если семена Четвертого Рейха были посеяны, может быть, они до сих пор дают всходы. Может быть, монстр не умер. Может быть, он просто затаился. И продолжает действовать. Уже не в бункерах, а в современных корпорациях и партиях. Может быть, его победа еще впереди. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.